Вода – единственный напиток мудрого человека. Так говорил Генри Дэвид Торо. Но так как я человек не очень мудрый, то кроме воды я пью и другие напитки, друзья. И об этом я бы и хотел сегодня с вами поговорить. Привет, друзья! С вами Макс, и добро пожаловать на очередное понятное видео на русском языке. Видео для тех, кто изучает русский язык. Сегодня я хочу поговорить о тех безалкогольных напитках, которые я пью или которые я употребляю практически ежедневно. Что это за напитки? Как их приготовить? И что они привносят в мою жизнь? Об этом я и хочу поговорить. Сегодня мы будем говорить о 3 напитках, которые я практически постоянно пью. 3 напитка. Это кофе, чай, ну а 3 напиток мы пока оставим в секрете. Я расскажу о нем ближе к концу этого видео. Первый напиток – это кофе. Я буду отвечать на 3 вопроса. Как приготовить напиток, где и когда я пью этот напиток и что мне дает этот напиток. Или что этот напиток привносит, добавляет хорошего в мою жизнь. Первый напиток – это кофе. Что нужно, чтобы приготовить кофе или сварить кофе? Мы говорим сварить кофе. Пожалуйста, свари мне кофе. Или приготовь мне, пожалуйста, кофе. Как я варю кофе? Что для этого нужно? У меня есть сам кофе. Это молотый кофе. Потому что у меня нет кофемолки. Кофемолка – это штука, которая может смолоть зерна. У меня ее, к сожалению, нет, поэтому я покупаю кофе молотый. Это моя кофеварка. Ей уже 2 или 3 года. Моя жена подарила мне ее на день рождения, и она до сих пор функционирует. И это вообще главный спутник всех наших путешествий и всех наших переездов. Куда бы мы ни поехали, эта гейзерная кофеварка всегда с нами. Она уже такая немножко, в общем, не новая, поюзанная, как мы говорим. Но, в общем-то, она отлично функционирует. Ну и так как я не люблю черный кофе, я не люблю эспрессо, я ненавижу американо, я предпочитаю капучино. Ну, капучино или такой черный кофе по-восточному или по-турецки. Да, вот это мой выбор. Но дома чаще я пью, почти всегда я пью капучино. Для того, чтобы приготовить капучино, нам нужна кофеварка, кофе, вода и молоко. Это вот штука, это недавнее мое приобретение, это электрический капучинатор. Раньше я пользовался таким маленьким ручным капучинатором, но они часто ломаются, они плохо взбивают или вспенивают молоко. Пена получается не очень хорошая, поэтому я купил вот такую штуку, и она работает отлично с обычным молоком. Но, к сожалению, она плохо работает с альтернативным молоком. Например, с соевым молоком, с миндалевым молоком, с овсяным молоком и так далее. Вот. Когда я пью кофе, когда и где?
Я пью кофе и дома, и в кафе. Кофе — это самый доступный напиток, поэтому я пью его в кафе. Другие напитки, которые я люблю, сложно или невозможно найти в кафе, в барах и ресторанах. А кофе есть везде. Не всегда хороший кофе, но тем не менее кофе есть в каждом, не знаю, в каждом кафе, в каждом ресторане. Правда? Вот. Что кофе дает мне? Что кофе привносит в мою жизнь? Хороший вопрос. Я долгое время не пил кофе. Вообще не пил кофе, но потом я познакомился с Юлей, с моей женой, и она подсадила меня на кофе. То есть благодаря Юле я начал пить кофе, и вот уже несколько лет я его пью. Не знаю, хорошо это или плохо, но это вкусно. Мне нравится кофе из-за его вкуса и из-за его доступности. Однако я никогда не чувствовал, чтобы кофе бодрил или тонизировал. Мне кажется, что кофе абсолютно не тонизирующий напиток. Не знаю, может быть, я пью его как-то неправильно. Кофе тонизирует вас или нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Второй напиток – это чай. Вот здесь у меня есть разные чаи. Здесь 4 вида чая. Это китайский чай, хотя есть и хороший индийский чай. Но я предпочитаю китайский чай в большинстве случаев. Я никогда не пью чай в пакетиках. Вот эта вот штука, да. У меня нет дома чая в пакетиках, чтобы вам показать. Но вот эту штуку я не пью никогда, потому что это не чай. Я знаю, что такой чай популярен среди большинства людей, которые пьют чай, но для меня это просто не чай. Это как, не знаю, это как пить дешевое вино, да, когда ты покупаешь самое-самое дешевое вино и пьешь его. Вообще, чай можно очень часто сравнивать с вином. Об этом мы еще поговорим. Так вот, чай. Давайте я вам покажу, как выглядит хороший китайский чай. Ну, например, он может выглядеть вот так вот. Да? Давайте сделаем, чтобы камера сфокусировалась. Вот так выглядит хороший китайский чай. Ну, скажем так, неплохой, весьма неплохой китайский чай. Или он может выглядеть, например, вот так. Давайте посмотрим, если камера сможет нам показать. Я покупаю этот чай только в специальных чайных магазинах. Но есть очень много разных чайных магазинов. Как понять, это хороший чайный магазин или плохой чайный магазин? Есть очень простое правило. Когда ты заходишь в чайный магазин и смотришь на чай, то очень просто понять, хороший это магазин или нет. Во-первых, чай не должен находиться в прозрачных банках, да, в прозрачных контейнерах или банках. Во-вторых, если ты видишь, что в магазине продается в основном чай с добавками, там чай с жасмином, чай с ромашкой, чай с, не знаю, с кактусом. Есть чай вообще с кактусом? В общем, чай с разными наполнителями, это говорит о том, что такой чай брать точно не надо. Ну, его можно, конечно, пить, многие любят такой чай, но ты пьешь, ты не чувствуешь вкуса чая. Представьте себе, если в дорогое,
очень изысканное вино вы кладете сахар. Или, например, если на дорогой французский сыр вы вот так льете майонез, и потом едите сыр, дорогой, изысканный сыр с майонезом. Вот здесь то же самое. Хороший, вкусный чай должен быть просто без всего, без добавок. Да? Ну и если продавец в магазине не может ответить, когда был собран этот чай, ну тогда в этом магазине не нужно ничего покупать. Есть два способа, которые я использую для заваривания чая. Ну, во-первых, нам нужна вода. Термос с водой. Вода должна быть не очень горячая, где-то 70-80 градусов, ну, в зависимости от чая, но не 100 градусов, ни в коем случае, иначе вы получите чайный суп. Так вот, самый простой способ заварить чай. Мы берем чашку, кружку или другую емкость, берем чай, вот так кладем в эту чашку, в эту кружку и наливаем не очень горячую воду. Элементарно. Это самый простой способ, когда у тебя нет времени, когда ты хочешь попить чаю, но ты не хочешь делать это долго, да? Вот посмотрите, вот такая получается у нас красота, такой красивый напиток. И в принципе уже через 2 минуты этот чай будет весьма ароматным и вкусным. Конечно, это не лучший способ, как заваривать чай, и не каждый чай можно заварить вот таким способом. Однако, вообще, когда я был в Китае, большинство людей заваривало чай именно так, люди так пили чай, и все было нормально. И я так тоже иногда пью чай. Однако, если мы хотим полностью погрузиться в чайное путешествие, тогда нам нужны другие вещи. Например, у меня здесь есть 2 маленькие пиалы для чая и вот такая вот штука, которую мы в России называем гайвань, для заваривания чая. Вот такая вот штучка. Мы берем чай, давайте возьмем другой чай. Мы берем чай, я насыпаю чай в гайвань. Теоретически можно использовать любую подходящую посуду, но у меня есть такой специальный набор, очень минималистичный набор для путешествий. Есть целая система, как правильно заварить чай. Конечно, сначала нужно налить горячую воду сюда, чтобы прогреть эту гайвань, чтобы она стала горячей. Да? После этого мы кладем чай. После этого мы наливаем воду, моем чай. И после этого мы наливаем воду и уже разливаем чай. Но я не буду это делать все сейчас, но я делаю это каждый раз, но сейчас я не буду этого делать, чтобы просто показать, как все выглядит. Да, вот здесь чай. Налил воду, и сразу же ты начинаешь разливать чай по пиалам. Да, сразу же, мгновенно. Не нужно ждать. Этот метод называется проливом. Да, заваривать чай проливом. То есть ты постоянно проливаешь воду через гайвань. Так я пью чай.
Чай получается очень насыщенного цвета, отличный аромат, и ты можешь чувствовать каждую заварку этого чая. Да, посмотрите, как это выглядит. Так вот. Ты можешь чувствовать каждую заварку. Сейчас вкус такой. Второй раз вкус будет другой. И вкус и аромат будут меняться. Это целое путешествие, это целый ритуал. Это то, что помогает расслабиться, сконцентрироваться, подумать. Можно пить чай одному, можно пить чай с друзьями, как угодно. Я часто пью чай один, но часто также мы пьем чай с Юлей или с моими друзьями, когда мы просто хотим посидеть, поговорить о чем-то. Мы можем выпить 2 или 3 вот таких термоса. Это нормально. К сожалению, такой чай невозможно найти в кафе, в ресторанах и так далее. Обычно там чай очень низкого качества. Поэтому чай я пью либо дома, либо в чайных магазинах, где есть специальное место для того, чтобы пить чай. Буддийские монахи пили чай для того, чтобы не засыпать, чтобы бодрствовать. И действительно, чай — это единственный напиток, хороший чай. Это единственный напиток, от которого я чувствую приятный, тонизирующий эффект. То есть, когда я пью чай, я чувствую, что мой ум проясняется. Я чувствую, что мне легче сконцентрироваться на какой-то работе. Я не хочу спать. И этот эффект мне очень нравится. Он очень мягкий, но достаточно продолжительный. То есть это не как энергетик, когда ты выпил, тебя начинает вот так бодрить, колбасить, и ты что-то делаешь. Нет, чай действует очень мягко, очень нежно, но он очень хорошо тонизирует. Напиток номер 3. Третий напиток для меня самый новый. Как вы знаете, я сейчас нахожусь в Аргентине. И национальный напиток Аргентины, традиционный напиток, это мате. Сейчас я покажу, как я завариваю мате, и расскажу о том, что мне дает мате и почему мне очень нравится мате. Мате чем-то напоминает мне китайский чай. Они в чем-то похожи. Во-первых, тебе нужна чашка для мате. Есть множество разных вариантов. У меня есть деревянная чашка, такая вот красивая деревянная чашка. И есть керамическая, красивая зеленая керамическая чашка для мате. Кроме чашек нужна еще такая металлическая, или не обязательно металлическая, трубочка. Она называется бомбиша. Бомбиша. У меня есть здесь 2 трубочки, 2 чашки для мате и, конечно, сама основа для мате, она называется шерба мате. По сути, это трава, фактически это дерево, которое перемалывают, и получается вот такой вот интересный продукт. Смотрите, сейчас я буду насыпать мате. О, отлично. Оп, много.
слишком много. Нужно где-то 3 четверти. 3 четверти. Так, ну, примерно вот так, допустим. Вот так вот выглядит мате в чашке. Вот, упс. Нужно сначала потрясти. Затем у тебя на руке образуется такая вот мате-пыль, которую мы сдуваем. И мы берем воду. Вода тоже должна быть, как и в случае китайского чая, не 100 градусов, а, ну, по-разному, 70-80 градусов. Мы наливаем сюда немножко воды. Затем берем трубочку. И мы вставляем трубочку в нашу чашку. Затем мы можем наливать воду. И вуаля! Мате можно пить. Выглядит это вот так. Хорошо. Я не профессионал в заварке мате, поэтому, друзья, если я сделал что-то неправильно, то обязательно напишите мне в комментариях. Одно правило я знаю точно. Никогда нельзя мешать мате соломкой, то есть делать вот так. Нет, никогда. Вообще не нужно трогать эту трубочку или соломку, да, или бамбишу. Отлично. Что дает мате мне? Мате содержит аналог кофеина, матеин. Это тоже тонизирующий компонент, но пока эффект от него я еще не ощутил. То есть эффект от зеленого чая я ощущаю. От мате пока я не смог почувствовать такого же эффекта, как от чая. Может быть, от мате эффект немного другой. Ну, мне нужно больше опыта, чтобы об этом говорить. Тем не менее, мате, как и чай, заваривается проливом. То есть я выпил первую чашку, затем я наливаю еще раз, пью, затем еще раз, пью еще раз и так много раз. Точно так же, как и в случае с китайским чаем. Эти напитки действительно во многом похожи. Мате не продается в ресторанах, то есть нельзя заказать мате в ресторане, нельзя найти мате в кафе. Это такой домашний традиционный напиток. Однако люди пьют его не только дома, но и в парках. Ты идешь в парк, и все люди, большое количество людей там пьет мате. В принципе, мате довольно удобно брать с собой. Тебе нужен термос, шерба и чашка для мате. И все. И можно пить мате где угодно, общаться, разговаривать с людьми. Это такой объединяющий напиток. Мне мате нравится из-за очень оригинального вкуса и из-за эстетики. Посмотрите, как классно выглядит моя чашка с мате. Посмотрите, это же очень красиво. Правда, очень-очень-очень красиво. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие напитки пьете вы. Что вы пьете? Как вы пьете эти напитки? И где вы их пьете? Я буду очень-очень-очень рад услышать о вашем любимом напитке. Что ж, на этом наш сегодняшний урок закончен. Посмотрите его несколько раз.
Включите субтитры. Также вы можете скачать транскрипцию для этого видео. Ссылка будет в описании к этому видео. До встречи в следующем ролике, друзья. О, отлично.